Привет, друзья! Представляю вам первую Теслу купе. Но мы с вами знаем, что это не первая Тесла купе, но это первая официальная Тесла купе. Первая машина вообще без руля. И первая машина, я даже записал себе, чтобы не забыть, потому что такое забыть хочется. Первая переднеприводная Тесла. Мы с вами находимся в музее Питерсона. Здесь очень много разных автомобилей. Сейчас мы пробежимся и покажем еще, что интересное можно вам показать. И потом возвращаемся и расскажем много чего интересного об этом автомобиле, потому что это важная машина. И вам будет интересно о ней узнать подробнее. Потому что так или иначе, многие из вас, многие из нас на таких машинах в ближайшее время будут ездить. Обратите внимание, BMW E2. И это доказательство того, что BMW готовила стыдный автомобиль еще давно и нашел свое продолжение уже в BMW i3. А вот и i3. У нас к этой машине только одна претензия, что слишком много затрачено усилий и слишком мало получено результатов, как для электромобиля, как для такого, на мой взгляд, достаточно качественного инженерного продукта. Здесь запечатлена Model Y. Очень важно было Тесле показать, какую машину ТСК могут восстановить за 16 часов. Я думаю, Поэтому, если вы так же, как и Tesla, хотите в этом убедиться, посмотрите видео. У вас появилось в правом углу сверху. Нажимаете ТСК Model Y за 16 часов. Мы такую машину, чуть хуже, чуть более ударенную, восстанавливаем спокойно. Самый первый массовый электромобиль в современной истории. Благодаря этому электромобилю появилась Tesla. Компания General Motors. И я думаю, что этой темы мы коснемся в тест-драйве Хаммера. Это очень неадекватная компания. Они выпустили машину, показали людям, что электромобиль это круто, а потом изъяли его из пользования. Потому что все эти машины были в лизинге и тем самым создали волну людей, которые были не согласны сдавать эти машины. И таким образом, если очень сильно урезать историю, появилась следующая машина. Вот эта желтая пародия на лодку, это следующая машина, следующий массовый электрокар. Пародия на лодку весом как танк. Да. Вот эта уже история привела к созданию Tesla Roadster. А уже Tesla Roadster привела к тому, что мы все сюда приезжаем на Tesla. Что это такое? Я понятия не имею, что такое, но выглядит это как выкидыш Cybertruck. Так, но здесь еще много электромобилей. Прям целая грядка. Целая грядка. И случайно Фискер. Roadster. Ну, выглядит, конечно, она потрясающе. 2017 года. Ну, это прям концепт, видно в середине. Такое все наклеено, видишь, отпала фара. Да, прям такое, что это ни хрена не серийная машина. А, так это вообще, понял, брычка, смотри. Там просто сваренная какая-то труба, шайбы. Там тормоза просто с другой стороны. Ты не туда смотришь, там с правой стороны тормоза. Это не рабочая сторона? Это не рабочая сторона просто. Да, с этой стороны тормозовец. Я был прав. Да. Что мы знаем про эту машину уже? Из источника с фабрики Fremont, что тележка здесь Model S Plate. Ну или вообще тележка Plate. То есть Model S. Может быть, тогда еще в 2017 году как таковой тележки Plate и не было. Это что за луноход такой? Это первый самоходный дрон. Он запускался, он работал на генераторе, просто гибридная технология. Работает генератор, питает эту всю грядку датчиков, камер, ультразвуковых. Тут, наверное, камер еще не было, ультразвуковые какие-то датчики. И эта штука могла куда-то ехать, что-то тянуть, транспортировать, в заряженных местах могла работать. Слушай, эта штука мой ровесник. В 1984 году уже эта херня куда-то ехала. Уже нету живых. Здесь стенд, так что вы понимали, здесь вот этот весь стенд, он посвящен автономности, автономному вождению. Venmo — это Google бренд, который давным-давно занимается автономным вождением. Он чаще попадается с автомобилем Volvo и Jaguar, с камерами и всем таким. Но вообще вот этот концепт они показали в 2015 году. Посмотрите, у концепта
нет руля. Сиденья кожаные, плоские. Все точно так же, как в Cybercab. Вообще машина выглядит смешно, если честно. Такая, она мультяшная очень. Маленькие колесики, очень-очень подчеркнутые здесь камеры, зеркала и все такое прочее. Все это перекочевало потом на реальные машины, и они у нас дальше. Самый популярный Waymo автомобиль и обзор этой машины и как она ездит есть у нас на канале. Посмотрите внимательно. Там мы рассказываем больше про сам проект, и изнутри это видно немножко лучше. Сколько доп. Оборудования надо, чтобы эта машина ехала. А вот представлена машина видения Waymo, как он видит. Мы можем полюбоваться то, чем любуется сейчас каждый владелец Тесла, у которого есть $100 в месяц потратить на функцию автопилотирования. Знаешь, как парализовать эту машину? Стать впереди? Нет, не. Конус, обычный конус. Да. Ставят на капот, и автомобиль просто парализован. Для нас очевидно, что технология машинного зрения и машинного обучения намного перспективнее, чем технология, при которой автомобиль много понимает. То есть ему не обязательно так хорошо считывать дорогу, как важно понимать, где он находится и как он должен на что реагировать. Вся история с лидарами, она все равно тупиковая. И последняя грядка. Да, это, кстати, часть эффекта Конкорда. Поясним, что такое эффект Конкорда. Это когда ты всунул столько денег, что уже тебе выйти из этой истории страшно. И это следующая концептуальная машина от компании Google, которая должна ездить с лидарами, радарами и ездить, как вы думаете, естественно, без руля. Руля нету, есть монитор. Как подсказывает логика, такая машина должна быть оптимизированнее, как городское такси. Потому что, в общем-то, зачем ездить на купе, если можно ездить на минивэн? Больше поместится народу, больше поместится вещей. Но мы этого всего не знаем, потому что в современном мире АИ уже разбирается лучше, чем мы разбираемся с базами данных. И, скорее всего, это все считается, понимает, какое количество людей и какими группами люди передвигаются на такси, с каким количеством багажа, и под это делаются эти машины. В результате, увидим ли мы эту машину от Waymo, неизвестно, а Cybercab уже точно известно даже, почем будет продаваться. Поэтому пошли к нему. По большому счету, все, что вы видите в этой машине, я имею в виду камеры, технологии и все это то же самое вы можете увидеть в любой современной Тесле. Что я имею в виду? Я имею в виду автопилот 5-го поколения. Он ровно такой же, как в Model 3, который вы можете купить. Это самый дешевый вариант, как вы можете приблизиться к 5-му автопилоту. Model Y, S, X, все эти машины абсолютно одинаковые. Поэтому, когда выкатили эту тележку, я бы уверен, что эту машину сделали специально для того, чтобы показать людям, которые не в тематике Tesla, что компания развивается, куда-то идет, какие-то новые технологии, в общем, бросить пыль в глаза, и что это просто какое-то папье-маше, которое было сделано специально для презентации. Но если копнуть чуть глубже, то становится очевидно, что эта машина – это новый уровень эффективности, который демонстрирует компания Tesla. Потому что компания Tesla, как вы знаете из огромного количества наших предыдущих видео, они просто свихнулись на эффективности. И в этой машине это совершенно новый уровень. Значит, с чего начать? Ну, точно не с отсутствия руля, потому что руль, конечно, то, что его убрали, это облегчает машину многократно. Но это только визуальная составляющая. Еще визуальная составляющая – это зеркала. Они отсутствуют. Еще одна составляющая – это кнопки. В середине кнопки стеклоподъемника на карте двери. Их нет, они убежали. Передний багажник, он здесь не просто так не открывается, потому что, в общем-то, а зачем его открывать? Сохранилось здесь место только под передний двигатель. Сюда уложили все те компоненты, которые могли помешать сделать больше места именно в основном багажнике. То есть могли сюда лечь и чарджеры, и еще. В общем, все то, что делают другие автопроизводители в своих машинах. Потому что так как они не делают тележки специально под батарейки, поэтому они все компонуют сюда. Скорее всего, здесь под капотом вот такая вот какая-то сложная история. И двигатель один, он спереди. То есть здесь маленький двигатель от тройки или вайки, который вы можете встретить только на полноприводной машине. Там двигателя 2, а здесь он один и находится спереди. Еще была урезана батарейка. Батарейка урезана в 2 раза.
То есть всего здесь, в этой машине, находится 40 киловатт-час батареи. И это все. 40 киловатт-час нам дают возможность проехать невероятные 200 миль. Это 320 километров. Зачем здесь такая маленькая батарейка? Эффективнее всего и дальше всего машина будет проезжать именно с такой батареей. Потому что если мы увеличиваем вес машины, то, соответственно, она проезжает меньше. Поэтому очень многие из вас спрашивали, почему вы не поставите вторую точно такую же батарейку в Model S, пусть она проезжает в 2 раза больше. Так думают только инженеры компании General Motors. Все остальные люди прекрасно понимают, что если вы поставите что-то еще более тяжелое в машину, то проезжать машина будет не в 2 раза больше, а в лучшем случае в 1,5. Значит, на 1 киловатт-час эта машина проезжает 9 километров. Соответственно, если Model Y обладала такой же эффективностью, как эта машина, она бы проезжала 740 километров. И это не те километры, которые нам рассказывают китайцы в анонсах своих новых машин. Это километры по циклу ИПА. Новая Tesla – это первая Tesla без порта зарядки вообще. Нет огромного количества запчастей, и зарядка осуществляется впервые в серийном автомобиле, будет осуществляться беспроводным способом. Что все это нам дало? Потому что я вот рассказал о том, что урезали, то, чего не дали, чего не положили. Что это нам дало? Внимание! Сейчас вам будет очень гордо за Теслу, если вы ее водите. Когда выпустили Model Y, запчастей в ней было в 2 раза меньше, чем Model 3. Когда выпустили Cybercab, запчастей в этой машине в количественном эквиваленте, в 2 раза меньше, чем правильно в Model Y. То есть здесь в 4 раза запчастей меньше, чем в Model 3. Можете себе представить вообще такое? 4 раза меньше. У машины, так же как и у предыдущих машин, очень много деталей сделано цельно. Это цельно летает передняя часть, цельно летает задняя часть, центральная часть. Это у нас батарейка, и огромное количество запчастей у нас перекочевало с других автомобилей, с любых, откуда можно было их взять. Конкретно вам это дает то, что эта машина намного безопаснее, тише. Она жестче, у нее меньше скрипов, и она безопаснее. Очень важно показать, какую вещь еще Tesla удалила. Заднее стекло нам не надо, потому что мы туда не смотрим, так как нам не интересно, кто там едет сзади. И панорамную крышу тоже Tesla удалила, потому что если у вас есть большой экран, зачем вам смотреть в крышу? Смотрите в экран. Странно, что не удалили боковые стекла. Наверное, это по каким-то системам безопасности. Но основной вопрос это Франц. Где деньги за использование дизайна Cyber 3? Пофоткайте машину, можете использовать будущих транспортов. Мы же с тобой вдвоем знаем, что где ты черпал вдохновение. Все, что Франц не втыкнул в новую тройку, все он втыкнул уже в Cybercab. Только Tesla могла сделать такую эмоциональную машину, да? Это купе, двери открываются наверх, огромные колеса. Какого размера эти колеса? Это 24-й, выглядит как 24-й. Вот рядом колеса Bentley, и они похожи на какие-то детские колеса по сравнению с этими. Как это вообще? То есть самая эмоционально внешне выглядящая машина у Теслы, и она без возможности пилотировать. И вообще, если мы наконец-то коснемся автопилота, а эта машина, в общем-то, воплощение самых современных технологий автопилотирования, то автопилот прежде всего это система безопасности. Это то, благодаря чему вы не въедете куда-то, куда вам въезжать не надо. И эта машина не попадет к нам на сервис. Но, а если вы все-таки хотите попасть к нам на сервис, то, пожалуйста, мы открыты. И машины, запчасти, все это остальное, ссылки в описании, а то я забыл себя прорекламировать. Вы же помните, это главный Tesla канал на планете Земля. А это главная электрическая машина без водителя. Все, увидимся, пока.